Привет! Вот уже месяц в моем непосредственном владении находится довольно популярный смартфон, а по многочисленным оценкам пользователей и блогеров топ за свои деньги Poco X3 NFC. И вот прежде чем начать свой основной рассказ, я бы хотел обратить внимание на один очень важный недостаток, о котором по какой-то причине ни в одном из обзоров, что я на него смотрел, не сказали ни слова. Дело все в том, что вот уже 5-й год подряд я пользуюсь исключительно смартфонами компании Xiaomi. Помимо того, что я покупал их для себя, также я заказывал разные модели их телефонов своим близким и знакомым. И вот самой удобной штукой для меня всегда была фишка, когда при переходе на новый аппарат ты мог без проблем накатить из резервного хранилища свой рабочий стол со всеми приложениями, раскладкой и настройками, ну типа как в айфоне. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что текущую резервную копию моего предыдущего основного смартфона Mi 9 SE на новый Pocophone установить нельзя, он просто ее не видит в облаке. Казалось бы, MIUI 12 стоит на обеих моделях, в чем же проблема? Я попытался найти решение в интернетах, но, увы, нормального ответа так и не обнаружил. Предполагаю, что подобное случилось из-за установленного на смартфон Poco лончера. Да, здесь не классическая MIUI в привычном ее понимании, и к немного переработанной оболочке первое время пришлось привыкать, но это уже дело второе. Меня же волновал именно вопрос полного переноса рабочих столов, как это было раньше. Но здесь, как оказалось, для передачи файлов и приложений ничего не остается, кроме как воспользоваться какими-то программами типа Mi Share, Mi Mover или чем-то сторонним из маркета с подобными возможностями. Это, конечно, все чудесно, но никакие настройки при такой передаче не сохраняются. Да и по факту скинуть ты можешь только APK файлы, которые затем надо будет вручную устанавливать на смартфон. И по сути получается, что это то же самое, если бы я просто скачал все приложения из маркета и заново их установил. Короче, в итоге, поковырявшись с этим какое-то время, я благополучно ушел в магазин Google и потихоньку в свободное время начал качать и устанавливать все как было. Да, теперь, как ты можешь заметить, рабочие столы выглядят очень похожими, но для этого мне пришлось потратить уйму времени. С таким же успехом, если бы я знал о данном недостатке, я бы выбрал любой другой смартфон в данной ценовой категории, ведь по сути получилось так, что мне пришлось настраивать все с нуля. В этом абсолютно нет ничего страшного, но я рассчитывал на другое развитие событий, в котором хотел перейти на новинку, как только ее получил. Так что если для тебя это совершенно новый смартфон и оболочка, то по сути все в порядке, просто настраиваешь и пользуешься. Ну а если же ты решил сменить свой Redmi или Xiaomi на Poco, то будь готов к подобным манипуляциям. Но забегая далеко вперед, хочу сказать, что в целом, за исключением некоторых моментов, смартфон мне понравился. Не зря же я написал в названии, что это теперь моя постоянная трубка. Разумеется, в нем не так все гладко, как того хотелось бы, но обо всех шероховатостях я расскажу тебе по ходу дела. Итак, заказал я свой новый Poco на Алиэкспрессе, а точнее на Тимоле. Привезли его ко мне за 2 дня. Да, мне пришлось немного переплатить, где-то около 1000 рублей, но тем не менее оно того стоило, чтобы не ждать целый месяц. Версия у меня глобальная в темно-сером цвете, с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами памяти постоянной. В комплекте шел зарядник на 30 Вт, кабель для подключения USB-C и довольно толстый силиконовый чехол, который я по итогу заменил на сторонний, потому как вырез под основную камеру в нем представляет из себя не что иное, как настоящий пылесборник. Но на первое время хорошо, что есть и такой вариант. К примеру, у прямого конкурента Poco OnePlus N10 в комплекте нет никакого. По итогу на постоянку я купил вот такой черный, который полностью закрывает выпирающий камерный модуль и по ощущениям гораздо удобнее и лучше, нежели комплектный. Смартфон, облаченный в такой чехол, лежит в руке намного уверенней. Первое, что сразу же бросается в глаза, это размеры устройства. После более чем 1 года, проведенного с компактом Mi 9 SE, этот телефон просто гигантский. Особенно это касается экрана. Здесь установлена IPS-матрица с диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Разумеется, в сравнении с AMOLED-дисплеем изображение на такой матрице смотрится немного бледнее, нежели перенасыщенные оттенки в первом случае. Но лично мне AMOLED-вариант всегда нравился больше. Только вот в последнее время очень стал бесить подэкранный сканер. Особенно сейчас в холодную зиму разблокировать смартфон пальцем получается раза с 5-го, а то и вовсе приходится вводить пароль. В Poco X3 сканер воткнули в кнопку Power, и как по мне это самое крутое и удобное решение на сегодняшний день, ведь он работает нереально быстро даже зимой. А вот сканер сзади, как по мне, это уже некий атовизм. Кстати, именно такое положение стало одной из причин, почему я не купил себе в тот самый момент OnePlus N10. Одним из достоинств экрана X3 по заявлению производителя должна была стать частота обновления в 120 Гц. И не стану скрывать, что лично для меня особый интерес представлял именно этот параметр.
В прошлом 2020 году неким негласным трендом в смартфоностроении практически у всех производителей стало повышение герцовки, и тогда каждый второй обзор смартфона с подобным экраном во всеуслышание повторял одно и то же: пока не попробуешь, разницу ты не почувствуешь. Что же, я попробовал это в Poco. Признаюсь честно, особо сильную разницу я не почувствовал. Визуально, если скроллить на двух экранах одновременно, разница практически не видна. Быть может, совсем чуть-чуть новый Pocophone отображает картинку пошустрее, но в целом каких-то кардинальных ультра-дабл отличий от 60 Гц я не заметил. Таким образом, не могу сказать, что мой старый смартфон с классической герцовкой какой-то тормоз по экрану в сравнении с новым X3 NFC. Если же говорить по дисплею в целом, то я им вполне доволен, хотя поначалу думал, что переход на IPS-матрицу будет своеобразным даунгрейдом после AMOLED, но спустя месяц постоянного использования я к нему полностью привык. Корпус смартфона, как рамка, так и спинка, полностью выполнены из пластика. Меня данный факт напрягает меньше всего, ведь ношу я его в чехле. Но по-хорошему дело здесь не в самом пластике как таковом, а в своеобразном эффекте звукового резонирования, которым сопровождается применение такого решения. Дело все в том, что в Poco X3 NFC за звук отвечает два динамика. Разговорный и основной, расположенный на нижнем торце корпуса, образуют стереопару, и при проигрывании звука задняя крышка немного вибрирует и отдает в руку. Кто-то считает это своеобразной, специально задуманной фишкой в Xiaomi, но я же в свою очередь так не считаю. Лично мне эта история с вибрацией не особо понравилась, хотя надо отдать должное, до появления в моих руках этого Poco X3 я весьма скептически относился к стерео в телефоне. Мне казалось это не особо важным, а теперь, когда я все прочувствовал, так сказать, на себе, могу с уверенностью сказать, что впредь при покупке буду обращать на этот момент особое внимание. Смотреть ролики со стереозвуком стало в разы приятнее, динамики громкие и не хрипят даже на максималках. Что же касается непосредственно разговорного динамика, то тут я столкнулся еще с одним неудобством. Во время телефонного звонка создается такое ощущение, что ты разговариваешь с человеком по громкой связи. Окружающим весьма отчетливо слышно весь твой диалог. Благо я 80% всех звонков принимаю с помощью беспроводных наушников, но иногда приходится разговаривать и обычным способом. И вот в эти моменты звук приходится делать ниже среднего. Следующий спорный момент для многих – это модуль основной камеры. Кому-то его внешний вид нравится, а кому-то нет. Лично я себя причисляю к первой категории. Вертикальный блок сбоку, если честно, уже изрядно поднадоел. Как по мне, в нынешних реалиях он несколько обезличивает сам девайс. Конечно, это уже своеобразная вкусовщина, но все же. По камере тут без особых сюрпризов и каких-то завышенных ожиданий. Основной модуль на 64 мегапикселя, широкоугольный на 13 и замыкает цепочку 2-мегапиксельный макро и замерщик глубины для боке. Признаюсь сразу, я не профессиональный фотограф и про различные диапазоны и глубины резкости рассказывать тут не буду. Мое мнение, лучше один раз увидеть, чем услышать кучу непонятных терминов, в которых особо не разбираешься. Самое простое — поверить своим глазам. По-хорошему, в большинстве случаев работать будет основной модуль, так что все эти дополнительные глазки чистой воды маркетинг. Но вот скажи мне, что ты такого можешь снять на 2-мегапиксельный макро? Даже я на своей дорогущей камере с макро-кольцами не могу иногда получить нормальную картинку, а тут, можно сказать, бюджетный смартфон. Если же говорить в целом, то снимает камера неплохо, для своей цены уж точно. Чего-то феноменально крутого от нее я не ожидал. В темное время суток кадры получаются довольно четкими, но и не без шумов. Да и видео в таких условиях ожидаемо будет с артефактами. С этим уже ничего не поделаешь, физику не обмануть даже алгоритмами. Максимально доступный формат видео 4К 30 FPS, помимо которого имеется еще Full HD 60 кадров. Стабилизация изображения работает, но здесь она только электронная, отсюда и средний результат. Но с рук стоковая камера снимает вполне сносно, разве что автофокус немного медленно срабатывает. Проверяем работу основной камеры смартфона Poco X3 NFC. Вот таким образом она снимает в условиях недостаточной освещенности. Свет исходит только от крыльца. Тут у меня лазеры повешены, небольшая такая иллюминация на Новый год. И вот, собственно, можешь сейчас заценить качество съемки на основную камеру данного смартфона. Вот так вот это все работает. Что характерно, по фронталке все тоже плюс-минус хорошо. Здесь установлен один 20-мегапиксельный модуль, который представляет из себя круглую врезку в середине верхней части экрана. Не знаю кто как, но лично я частенько пользуюсь фронталкой. Но вот так снимает фронтальная камера смартфона Poco X3 NFC. Вот таким образом это все происходит.
Сейчас от меня только от крыльца свет идет, недостаточная освещенность. Вот в темноте можно посмотреть, какие шумы выдает вот фронтальная камера. В принципе, мне понравились здесь камеры и основная, и фронтальная вполне себе сносно и годно снимают. Для такой цены телефона очень даже неплохо. Также ты сейчас можешь заценить, как работает микрофон, собственно, данного смартфона при записи вот на фронталочку. Вот так вот это все работает. Но вот таким вот образом снимает фронтальная камера Poco X3 NFC. Днем в парке, здесь снежок лежит. Собственно, дневного света здесь достаточно. И в принципе, картинка хорошая. Мне нравится. Мне нравится, как снимает даже фронтальная камера в этом смартфоне. В Poco X3 NFC нет отдельного слота для расширения внутренней памяти. Лоток здесь гибридный, можно установить либо две сим-карты, либо сим-карту и microSD накопитель. Я в своем смартфоне использую две сим-карты, оттого и заказал себе версию на 128 гигабайт. По стабильности связи и интернета лично у меня к этому телефону вопросов нет. В отзывах читал, что проблемы у кого-то по данной части имеются, но сам с такими пока не сталкивался. Из беспроводных интерфейсов здесь установлен двухдиапазонный Wi-Fi модуль, чип NFC для бесконтактной оплаты и Bluetooth интерфейс версии 5.1. Наличие последнего, кстати, отчасти также повлияло на обновление моего основного смартфона под конец года. Дело все в том, что на своем канале я очень часто обозреваю беспроводные наушники, и в последнее время на рынок начали поступать гарнитуры с поддержкой протоколов 5.1 и 5.2. Разумеется, Bluetooth 5.2 это уже удел свежайших флагманов 2021 года, а вот из бюджетного сегмента с этой версией Bluetooth я моделей пока не встречал. Ну и как ты понимаешь, несмотря на наличие в смартфоне стандартного разъема mini-jack 3,5 мм, от него я отвык напрочь. В силу наличия в моем арсенале нескольких пар беспроводных наушников, я музыку по проводам не слушаю. На сегодняшний день у меня даже не осталось ни одних нормальных проводных наушников. А вот чем в действительности было всегда удобно пользоваться в смартфонах Xiaomi, так это встроенным инфракрасным портом для управления бытовой техникой. И конкретно в своем частном случае я настроил на смартфоне управление телевизором. По игровым возможностям данный аппарат хороший такой середнячок со всеми вытекающими. Мозгом смартфона выступает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 732G в паре с графическим ускорителем Adreno 618. В силу специфики обозреваемых мной гаджетов, как я уже говорил, в основном это беспроводные наушники, проводить игровые тесты мне приходится довольно часто, так что я прекрасно себе представляю, как данный смартфон ведет себя в некоторых популярных играх. И хоть в моменты игровых тестов никакого дискомфорта и жестких просадок в том же PUBG Mobile я не испытывал, я все же не считаю данный смартфон супер игровым. Да, он прекрасно тянет эту игру и другие ей подобные, но и мой предыдущий Mi 9 SE до смены на эту трубку никаких затруднений по этой части не испытывал. Так что поиграть при желании, но без фанатизма на этом смартфоне вполне возможно. А вот что еще мне безумно понравилось, так это его автономность. В Poco X3 NFC установлен аккумулятор на 5160 мАч, что позволяет не заряжать его аж целых 1,5, а иногда 2 дня. Но в основном, конечно, получается 1,5. Функцией автояркости я не пользуюсь, а выставляю ее всегда вручную на уровне 60-70%. Несмотря на поддержку телефоном быстрой зарядки и пополнение энергии под завязку от комплектного адаптера в течение часа, все же не заряжать смартфон даже сутки это очень радует. В этом плане мой предыдущий Mi 9 SE спустя уже больше года использования перестал жить на одной зарядке даже до конца рабочего дня. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что в целом смартфон Poco X3 NFC произвел на меня больше положительные впечатления, нежели негатив. Да, косяков в нем немало, идеальным его точно не назовешь, но, как известно, идеального ничего и не бывает. Телефон компромиссный, и оттого сегодня в ролике я и постарался максимально подробно тебе рассказать обо всех спорных и даже где-то неприятных моментах, о которых я считаю просто необходимо знать перед его покупкой. Этот смартфон мной куплен осознанно в постоянное пользование, и я к нему потихоньку уже привык. Скорее всего, и ты тоже привыкнешь, но окончательный выбор, покупать его себе или нет, остается только за тобой. А на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.